Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. У нас сегодня будет очень необычный расклад. Расклад в двух вариантах. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. И расклад, подводку, к которому нужно послушать обязательно. Собственно, день, когда вы будете смотреть этот расклад, это 5 октября. Может быть, вы будете смотреть этот расклад в записи, и ваш календарь будет показывать не 5 октября, а, предположим, 5 декабря или 5 января. Но когда бы вы его не смотрели, знайте, что сегодня мы будем говорить про учителей. Вообще будем говорить про уроки, будем говорить про тему научения. 5 октября 1966 года ЮНЕСКО и Международная организация труда в Париже на очередном заседании приняли очень важный документ. Можно сказать, меморандум, но на самом деле этот документ называется рекомендация. Рекомендация о положении учителей. Собственно, тот нам привычный День учителя, советский для тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, очень хорошо знакомый праздник, берет начало именно оттуда. Но 5 октября на календаре на самом деле не один праздник, их очень много, и очень много дней рождений. И один из самых знаменательных, наверное, моментов, который тоже в свою очередь касается учения, но не напрямую учения, а скорее исследования и любознательности, жажды открытий, которые так или иначе присущи любому ученику или любому ученому, который совершает какое-то открытие. В этот день была открыта современная Коста-Рика. Величайший, я бы даже сказала, Христофор Колумб обнаружил это удивительное место. Удивительное место, на которое в современных реалиях очень много людей в эту страну уезжает жить, потому что там достаточно комфортный климат, очень разные климатические пояса, и безумно красиво, но и не совсем безопасно, по моему мнению. Так вот, когда мы говорим об учителях, очень важно понимать, что и мы сами, и какие-то другие люди тоже, в свою очередь, являемся учителями. Мы вообще, любой человек является и учителем, и учеником одновременно. Потому что мы часто выступаем в роли тех, кто учит кого-то, и мы очень часто выступаем в роли тех, кто учится. И в подводке к этому видео сейчас мы будем с вами смотреть, что же такое вообще научение, и кто такой учитель, по мнению Таро. Посмотрим, так сказать, архетипические отсылки, которые покажет нам колода в этот раз. Но прежде чем я продолжу, я хочу затронуть очень важную тему, которая, к сожалению, в современных реалиях, как мне кажется, претерпела существенные изменения, причем не в лучшую сторону. И наверняка эта тема знакома многим людям, кто прямо или косвенно связан вообще с системой образования. Если вы родители, вы с этим сталкивались, если вы учитель, тоже наверняка сталкивались с этим. Ну и, впрочем, каждый из нас был учеником и тоже сталкивался с этим, возможно, в той или иной форме. Так вот, в этой декларации, мне хочется почему-то назвать ее так, описаны важные принципы работы любого учителя. И эти принципы гласят, что учитель – это человек, который должен быть очень тактичным, очень открытым, иметь глубокие знания. Этот человек должен иметь творческий подход ко всему. Это человек, который должен соблюдать принцип гуманности в своей работе. Это человек, который должен быть очень трудолюбивым, потому что работа в образовании, особенно когда ты напрямую контактируешь с детьми, подростками или взрослыми, это чрезвычайно ответственный и сложный труд, требующий множества сил и внимания. И ты должен быть объективным. Ты должен быть честным. И самое важное, что ты должен любить детей. К сожалению, в современное время, как мне кажется, многие люди, которые выбирают для себя любой аспект педагогической деятельности, не любят детей и выбирают педагогику исключительно по каким-то своим личным причинам. Не для того, чтобы действительно открыть ребенку
увлекательный мир любой науки или любого предмета, люди идут в образование, может быть, потому что они не смогли какую-то другую профессию выбрать. Может быть, потому что они родились в династии педагогов. Может быть, еще какие-то другие причины. На мой взгляд, учитель – это призвание прежде всего, как и врач. Это такая профессия, в которую нужно идти, если ты действительно чувствуешь в себе вот этот светоч знаний. Когда у тебя есть безграничное терпение, очень важный фактор. Потому что безграничное терпение требуется учителю при контакте с любым ребенком, ибо все дети индивидуальны. Но когда мы говорим о требованиях к учителю, ни в коем случае ни один родитель не должен забывать о том, что аналогичные требования, в общем-то, должны предъявляться и к ребенку. Но предъявляться – это не совсем верное слово, потому что они должны на самом деле не предъявляться, а прививаться в семье. Именно культура семьи, культура воспитания, общения внутри среды, в которой находится ребенок, так или иначе проявляется в школе и вообще, в принципе, в конечном итоге проявляется в социуме. Так вот, каждый ребенок, которого мы воспитываем и который у нас рождается, тоже должен быть открытым, дружелюбным, тактичным, любознательным, должен любить себя, должен любить свою жизнь, свою семью, своих родителей и много всего остального. То есть вообще, в принципе, ребенок как единица должен быть свободным человеком, понимающим и имеющим, я бы даже сказала, какой-то начальный детский багаж морально-этических ценностей, культурных норм, каких-то протоколов общения. И тогда, если у нас в любом учебном заведении, в любой школе соприкасаются такие учителя с большой буквы, которых можно назвать именно человеком, который служит своей профессии, и такие дети, которые увлекаются знаниями, проникаются ими, наверное, в нашем мире было бы гораздо меньше насилия и гораздо меньше проблем. Так как мы не можем изменить весь мир без исключения, у нас нет таких полномочий, и причем, я не знаю, нет таких полномочий к счастью или к сожалению. Их просто нет. Это тоже кому-то нужно. Единственное, что мы можем поменять ту среду, в которой мы живем. В частности, под средой я воспринимаю семью, которая есть у каждого из вас. И в этот, в общем-то, достаточно важный день. Почему важный? Потому что любое учение – это будущее. Будущее какого-то конкретного человека, какой-то конкретной социальной группы, какой-то страны, да и мира в целом, чтобы это будущее действительно было радужным. И чтобы каждый из нас по мере возможности культивировал в своей семье ни в коем случае не насилие, не агрессию, не чувство неполноценности и прочие разные вещи, а культивировал именно доброе, светлое и прекрасное. Чтобы каждый ребенок понимал, что в этом мире ценен не только он, но ценны и другие люди. Что все мы в этом мире совершенно разные. У нас разный разрез глаз, у нас разный цвет кожи, мы говорим на разных языках. Но мы люди. По сути, мы единый биологический вид, который может выжить и процветать только в том случае, если он действительно стремится к объединению, а не к разобщению. К разобщению, к сожалению, люди начинают стремиться тогда, когда ими управляют очень опытные с точки зрения макиавеллизма правители. То есть это люди, которые руководствуются принципом «разделяй и властвуй», которые насаждают различную ересь в наших головах и в головах наших детей, которые пропагандируют ложные ценности и которые, по сути, лишают наших детей их возможного будущего. Такое небольшое получилось философское введение, но я думаю, что это очень важные вопросы, которые нужно обсуждать. И, наверное, обсуждать не только в кругу взрослых людей, но прежде всего и в кругу детей. Потому что, когда мы относимся к ребенку
как к человеку с собственным самосознанием, еще маленькому, но уже к человеку, который имеет свое представление о мире. Только тогда мы можем повлиять на него, донося какие-то простые вещи на простом языке, формируя у ребенка чувство безопасности и поддержки, чего, к сожалению, в настоящее время тоже лишено огромное количество детей. Я не знаю, как происходит за границей. Мы берем разные страны. Но точно могу сказать, что, к сожалению, пока любая школа в постсоветской любой стране катится еще по инерции тех установок, где ребенок является унифицированным организмом, в состояние которого никто никогда не вникает. И индивидуальные особенности которого тоже никто никогда не учитывает. Это очень печальный момент на самом деле, потому что, насколько мне известно, самая лучшая система образования у нас сейчас в Финляндии. И, наверное, именно такая система, в которой нет страха, наказания за плохие отметки в школе, и является, по сути, возможностью какой-то заинтересовать ребенка в обучении, или же, если ему не интересно, дать ему возможность приобрести какую-то ремесленную профессию, которой ему действительно нравится заниматься. Итак, какую же роль вообще должен играть учитель в жизни человека, и кто такой учитель, по мнению Таро, вообще? Достанем 2 карты, чтобы ответить на этот вопрос. Значит, если говорить о том, кто такой учитель вообще, по мнению Таро, это человек, который должен передать все самое лучшее, что есть у него внутри, своим ученикам. Это тот, кто сохраняет человеческое достоинство, кто уважает себя, кто уважает тех, кого он учит, кто относится к своей профессии так, что после всего обучения люди или дети, соприкоснувшиеся с этим учителем, помнят его, любят его, ценят его и постоянно, наверное, дают ему какую-то очень положительную обратную связь. Может быть, эта обратная связь выражается в признании, может быть, эта обратная связь выражается в каких-то словах внимания или подарках. В общем, как бы она ни была выражена, это человек, который остается в памяти надолго, навсегда. Тот, кто близок, в общем-то, к своим ученикам, но при этом все равно держится на некоторой дистанции, сохраняя беспристрастность как к самому процессу обучения, так и конкретно к каждому своему ученику. Если говорить про роль, какая роль у учителя вообще, в принципе? Смотрите, у нас выходит маг как сверхсознание. Эта карта говорит нам о том, что главная роль любого учителя – это способствовать прежде всего внутреннему развитию человека. То есть учитель должен взрастить прежде всего внутреннее «я». Ни в коем случае не навязать какие-то ограничивающие убеждения, какие-то нормы, какие-то жесткие установки, ригидные, да, как говорят в психологии. Учитель – это прежде всего тот, кто понимает индивидуальность ребенка, взрослого человека, и кто помогает этому ребенку или взрослому человеку сохранить свою целостность, стать сильнее, научиться опираться на себя, научиться владеть собой и вообще, в принципе, научиться овладевать любыми знаниями. Вот что такое, по мнению Таро, учитель. Теперь выбирайте вариант 1 или 2. И будем сейчас смотреть расклады на тему, кто же главный учитель вообще в вашей жизни. Я разделю колоду на 2 части. И мы попробуем ответить на этот вопрос. Кто является учителем для вас и для кого
учителем являетесь... Вот почему-то я хочу сделать так. Я не знаю почему. В общем, первый вариант белый камень, аметист, второй вариант. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам больше нравится. И давайте начинать. Итак, все, кто выбрали первый вариант, вот этот беленький камушек, давайте будем смотреть сначала вашу историю, связанную с образованием. Итак, кто главный учитель в вашей жизни? Что это вообще за человек? Или ситуация? Или, может быть, это вы сами? Кто это или что это? И у нас сразу выходит тройка мечей, которая говорит о том, что главный учитель в вашей жизни – это не какой-то человек, это вы сами. Именно вы сами постоянно учите себя чему-то, причем учите преимущественно через принятие неправильных решений. То есть сначала вы должны что-то сделать, какой-то поступок, который, может быть, не отвечает вашим истинным ценностям, который не несет в себе каких-то определенных смыслов или, может быть, состояний. То есть этот поступок, который вы совершаете, или это решение, которое вы принимаете, изначально является для вас ошибочным, потому что преследует какие-то ложные цели, не те цели. То есть это как суррогат, на который вы соглашаетесь, просто потому что ничего другого нет. И после того, как вы сполна проходите вот эту человеческую трагедию, когда вы погружаетесь сначала во что-то новое, потом понимаете, что оно не совсем так вам и надо было, и уходите в какие-то новые горизонты, вот этот первый травмирующий опыт осознаний является вашим главным учителем. Я так думаю, что вы человек очень целостный. Внутри вы человек, который прошел, скорее всего, через множество жизненных трагедий. Вы человек, который полностью творит свою жизнь сам, так как он чувствует ее, так как он хотел бы ее видеть. Вы очень любознательные. Вам интересно все. И что мне больше всего нравится в этих картах, что вы не циклитесь на своих каких-то травмирующих состояниях, переживаниях. Вы очень быстро из них выходите, потому что обрисовываете себе какие-то новые цели. И вы умеете нести ответственность за свои действия и поступки, вы их осознаете. Вы их осознаете и продолжаете двигаться вперед, но уже улучшая то, что вы делаете. Этот опыт неприятный, который вы проживаете, он оставляет внутри вас неизгладимый след. То есть это такие какие-то жизненные уроки, которые вот навсегда врезаются в ваше самосознание и помогают вам становиться лучше. В чем смысл вообще всех этих уроков, которые вы переживаете? В чем смысл? То есть чему вы должны научиться? Прежде всего, вы должны научиться отстаивать свои границы, говорит девятка жезлов. Во-вторых, вы должны научиться быть более храбрым человеком, который не отказывается от того, что ему действительно нужно. То есть вы, судя по всему, достаточно человек чуткий и ранимый внутри. И одно из ваших главных занятий вот на пути овладения этими жизненными уроками является история про некий панцирь, который вы наращиваете на себе. То есть этот панцирь дает вам возможность быть более решительным человеком и не откликаться эмоционально на все возникающие какие-то жизненные вызовы. Если говорить еще о смыслах, то здесь пограничные совершенно две вышли карты. Как-то даже вот я смотрю на них, и у меня внутри возникает некоторый диссонанс. С одной стороны, такая вот история про доверие, а с другой стороны, про внимательность. Кого можно к себе подпускать, кого нельзя. И вот с учетом этой тройки мечей, конечно же, эта тема так очень красиво раскрывается, что главная ваша задача, которой вы постоянно учитесь, это быть внимательным. Не позволять людям заходить туда, куда им не положено. Научиться сохранять какую-то тайну о своей жизни. Раскрываться только перед теми, кому вы действительно интересны. Перед теми, от кого вы чувствуете какой-то очень теплый эмоциональный отклик. И здесь главная история
и для мужчин, и для женщин заключается в том, что ваш главный жизненный урок будет пройден исключительно в отношениях. То есть, опять же, ссылаюсь на тройку мечей. Большинство из тех людей, кто выбрали первый вариант, имели очень травмирующий опыт любовных отношений. И партнер, с которым вы пытались построить семью или пару, вот до какого-то определенного момента был человеком очень каким-то жестким, несгибаемым. Может быть, циничным слишком, может быть, слишком эгоистичным в том числе. И как бы вы не пытались растопить сердце этого человека, все равно внутри вы натыкались на какую-то холодность. И вот эта история про холодность, как раз-таки история научения про то, что не нужно пытаться исправить того, кто в принципе не может быть исправлен, потому что мы не можем повлиять на поведение другого человека. Каждый человек должен меняться сам. Ваша главная задача — не выбирать тех, кто вам не подходит. И вот сейчас, судя по всему, в первом варианте у большинства людей произошли грандиозные изменения. Да, вот у нас шут, первая восьмерка здесь кубков. Грандиозные изменения произошли в том, что вы поняли и осознали свою ценность. Вы научились быть целостным. Вы научились не ждать, пока отношения исчерпают сами себя, не делать себе больно. Вы научились выходить из отношений вовремя. Вы научились ценить себя, и одновременно с этим вы научились принимать тех людей, кто действительно расположен и открыт к общению с вами. То есть ваш главный жизненный урок заключается в познании именно какой-то вот ценности эмоционально близких отношений. Потому что вообще вы достаточно разносторонне развитый человек. И все вы можете делать сами. Вам не нужен партнер для чего-то. Вам нужен партнер только для любви, для счастья, чтобы делиться друг с другом теми эмоциями и той внутренней красотой и гармонией, которая у вас есть у обоих. Для кого в вашей жизни учителем являетесь вы? Для тех людей, которые хотят быть похожими на вас. Для тех людей, кто наблюдает за вашими достижениями. Для тех людей, кому не хватает вот этой какой-то природной мотивации. Для тех людей, может быть, кто не настолько целеустремлен. Может быть, для тех людей, кто не верит в себя, в свою мечту, в свои возможности. Вот для этих людей вы являетесь учителем. Причем вы не учите их, как надо делать. Вы живете своей жизнью, вы творите свою жизнь. Но эти люди, соприкасаясь с вами и видя, что именно вы делаете, начинают пытаться быть похожими на вас. Начинают в своей жизни тоже производить какие-то определенные действия, какие-то принимать решения, которые им в дальнейшем помогают. Чему и как именно вы учите? Видите, опять у нас тема про ответственность. Да? Вы учите людей осознавать себя, помогать людям видеть свои таланты, свои точки роста, помогать им чувствовать себя уверенными, учиться вообще опираться на себя. То есть быть целостными, быть независимыми, быть автономными. Опять же, учите вы их через свою независимость и целостность. Вы не воздействуете на людей вот до того момента, пока вас не попросят. Что значит не воздействуете? То есть вы не лезете с непрошенными советами никогда. Вот сначала человек должен у вас спросить что-то, задать вам вопрос, и только после этого вы сможете ему разъяснить что-то, да? Показать, может быть, что-то. А в остальном вы понимаете, что каждый человек должен учиться в том числе, может быть, и самостоятельно. Вы можете контролировать процесс обучения, но человек должен хотеть научиться сам. То есть изначально, прежде чем вы дадите что-то полезное от себя, к вам должен кто-то прийти. То есть ваш ученик должен созреть. И после этого вы сможете обмениваться опытом. Если бы вы изучали Таро, чему бы вы могли через него научиться? Ведь Таро – это тоже система обучения. И Таро – это тоже учитель. Это учитель, который учит нас познавать мир вокруг, изучать символы, изучать себя в том числе. Потому что это инструмент ведения диалога прежде всего с самим собой.
Так вот, если бы вы заинтересовались, серьезно заинтересовались Таро, что бы полезного вы могли там узнать? И выходит красивая, чудесная тройка кубков. Карта близости, карта единения, карта единомыслия. Она говорит нам о том, что если бы вы заинтересовались Таро, через него вы могли бы привлечь в свою жизнь очень много единомышленников, людей, близких вам по духу, людей с одинаковым уровнем эмоций, да, ну, я хотела сказать изначально с одинаковым уровнем эмоционального интеллекта, но даже давайте перефразируем, людей с одинаковым уровнем наполнения внутренним. Это первое, что вы бы получили. Второе, вы бы стали гораздо спокойнее, гораздо дружелюбнее. Вы почувствовали бы себя свободнее, вы бы стали больше проявлять себя, и вы могли бы стать человеком, к которому тянутся другие люди, потому что с вами интересно, с вами есть о чем поговорить. Если бы вы стали по-настоящему изучать себя, кем бы вы стали? Кем бы вы стали? Выходит восьмерка пентаклей. Мы видим здесь женщину, которая готовит еду на костре. Мы видим мужчину, который строит шалаш и идет, значит, с этой веткой. Непонятно только что. Куда он идет, непонятно. Потому что вроде как часть шалаша мы видим, что он построен. Может быть, там есть что-то еще недостроено. Вы бы стали человеком, который смог полностью бы концентрироваться на своей жизни. Вас перестали бы интересовать вопросы, ну, какие-то, знаете, вот, которые типично интересуют людей, которые касаются не их, да, не их жизни, не их планов, а скорее воздействия, может быть, на их жизнь каких-то третьих лиц. Вы стали бы однозначно более уверенным в себе человеком. Вы обрели бы убежище и в себе самом, и в своей жизни. И однозначно вы могли бы создать очень хорошие отношения, найдя такого партнера, который идеально вам подходит, с которым вам хорошо. Вы научились бы жить в согласии, в том числе и с самим собой или с самой собой. Весь ваш опыт жизненный, все ваши какие-то личностные проблемы, ситуации и так далее, они были бы вами приведены в какую-то норму. Ну, имеется в виду вашу норму. Они стали бы для вас, ну, чем-то таким, что можно вылечить, с чем можно работать. То есть вы перестали бы страдать, вы перестали бы переживать, может быть, перестали бы отталкивать от себя людей, а напротив, приблизили бы их к себе. Но самое важное, что я вижу все-таки в этой восьмерке пентаклей, это как раз-таки история про возможность создать очень хорошие отношения, крепкие, теплые, действительно взаимные отношения, где два человека, которые похожи друг на друга. И второе, вы могли бы стать человеком, который больше не думает о том, а что о вас подумают и что скажут. Вы стали бы полностью концентрировать внимание только на том, что вы делаете, на том, что вам приносит удовольствие, без каких-то сомнений, страхов, без переживаний о том, а понравлюсь ли я, а правильно ли я делаю, а что скажут другие люди. Да, вот эти вопросы, они отпали бы совсем. Вот такой у нас получился вариант первый. Я так думаю, что имеет смысл немножко о нем поразмыслить и подумать. И, может быть, в очередной раз обратить внимание на свою жизнь. Не ждать каких-то несбыточных вещей от других людей, а понять, что вы творите свою реальность сами. На дне колоды у меня четверка кубков, которая говорит о том, что тема научения для вас – это история медленная. Вам требуется время. Сначала вы должны глубоко познать что-то. И только после того, как вы глубоко познали, вы начинаете в этой системе как-то вращаться, ценить свои знания. И к любым другим знаниям относитесь немножечко настороженно. Но четверка кубков здесь нам еще несет такую интересную историю, которая рассказывает о том, что история научения для вас – это прежде всего история
ценить, сохранять свою жизнь вот такой, какая она есть. Научиться ее ценить, научиться ее любить. И не бросаться на что попало, а ждать именно подходящей возможности, которая действительно вам подходит. Какой-то шанс. Начинается колода с 5 кубков. То есть я повторюсь, что история вашей жизни – это некий трагизм, который произошел, лишив вас привычных каких-то реалий. То есть изначально, да, не только 3 мечей мы берем, но и вообще 5. То есть весь ваш жизненный опыт основан только на своих собственных действиях. Вы учите себя, вы свой главный учитель. И когда в вашей жизни, опять же, нет какого-то прогресса, этого прогресса нет из-за того, что не хотите вы. Вам нужно идти вперед. Так что, ребята, я вам желаю всего самого наилучшего. Приходите к нам учиться, будем познавать Таро вместе. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал этот красивый аметист, давайте посмотрим вашу историю. Кто же главный учитель в вашей жизни? Второй вариант. Вообще, что это такое? Человек, это ситуация или это вы сами? И тоже у нас, как и в первом варианте, здесь складывается история, что во втором варианте учителем являетесь для себя тоже вы сами. Вы учите себя чему-то новому. В вашей жизни нет других людей, которые могли бы вас учить. Или взять на себя право, да, быть вашим учителем. Во-первых, потому что вы никого не допускаете. Вы человек, который даже семью не принимает во внимание и в каком-то смысле отрицает семью с их взглядами. Несмотря на то, что у вас очень хорошая семья и очень хорошие отношения, вы в ней человек особенный. Вы в этой семье человек, который возделывает свою жизнь сам. Сам пестует свои знания, сам пестует свой опыт. Вы умеете очень хорошо чувствовать пространство. Вы очень хорошо умеете понимать, что происходит у вас внутри. Вообще людей и мир вы читаете сердцем, вот так скажу. Вы со своей способностью понимать детали, какие-то вот нюансы, мелочи, вообще понимать, что происходит вокруг вас, а вы человек, который всегда находится чуть выше, чем все остальные. Вы очень скрупулезно подходите к чему-то. И когда вы заходите в какой-то процесс обучения, вы понимаете, что этому процессу не будет конца и края. Что всякий раз какая-то толика знаний дает вам еще новые знания и так далее. То есть, по сути, я могу сказать, что вы вечный ученик в хорошем смысле этого слова. Потому что процесс познания – это для вас, исходя из этого принципа Пентаклей, не просто процесс познания. Это история про то, что вы сейчас в своей жизни познаете именно то, что вы сделали. То есть в каком-то смысле вы через свой позитивный жизненный опыт помогаете себе структурировать как-то вот свое рациональное и иррациональное мышление, создавать какую-то картинку свою и с помощью этой картинки улучшать свою жизнь. В общем, мне очень нравятся эти карты во втором варианте. Мне хочется сказать, что главная история вообще, которая учит вас, это деньги, деньги и еще раз деньги. Ну и может быть чуть-чуть у кого-то семья. То есть главная задача вашей жизни это финансовая история. Финансы учат вас. Вы очень хороший специалист, отличный, чудесный, просто превосходный. Но вы можете быть очень богатым человеком, исходя из этой 10 пентаклей. Но вы как будто от этого богатства отказываетесь постоянно. Вы закапываетесь в работе, и вот закапываетесь настолько сильно, что не имеете возможности наслаждаться этими деньгами. Потому что за этой работой вы этих денег как будто не видите, не можете оценить их вкус. Отрицаете богатство. Вот. Что еще я хотела бы здесь сказать, что какая-то здесь история есть связанная с вашей семьей и с вашим, может быть, юношеством. Может быть, у кого-то подростковым возрастом. То есть вы учите сами себя сохранять свои взгляды, свой путь, который вы когда-то определили для себя в том возрасте.
То есть в каком-то смысле для семьи, наверное, вы были бунтарь и какой-то необычный ребенок. Не то чтобы в этих 3 картах был напрямую какой-то конфликт, какое-то бунтарство, ничего этого нет. Здесь просто история про то, что вы не рассказываете, вы не делитесь с семьей тем, что есть у вас внутри. Вы вообще, в принципе, своими знаниями не делитесь ни с кем. И учителей никаких не ищете, потому что вы сами себе учитель. Вы умеете находить эти знания. И вы находите знания очень качественные. И ситуации очень качественные в том числе. Но имеется в виду ситуации, которые обладают какими-то определенными характеристиками. И эти ситуации для вас становятся теми самыми историями, которые позволяют вам для себя извлекать какую-то пользу. Поэтому во втором варианте, ребята, я хочу сказать, что главные учителя в вашей жизни вы сами. Вы. Ваше стремление учиться, ваше стремление к жажде познаний. У вас очень огромный пласт информации в голове, очень высокий уровень интеллекта. Это очень ценные вещи. В чем смысл для вас вот этих жизненных уроков, да, тех, про которых я сказала, то есть деньги и семья? В чем смысл для вас? 4 пентаклей. То есть ваш смысл в том, что вы должны через какие-то проблемы с финансами и проблемами в отношениях прежде всего разобраться с темой своей нерешительности и инертности. То есть главная задача, которую вы должны решить через эти вопросы, это разобраться с собой, почему я постоянно медлю, почему я откладываю на потом, почему я жду какого-то сигнала, внутреннего пробуждения, чего-то еще. Почему я считаю себя неспособным, я бы даже сказала. В данном случае трагедия 4 мечей преимущественно, вот если к этим картам, к этому раскладу, эту карту привязывать, трагизм ее в том, что здесь у нас очень опытный человек, обладающий знаниями и навыком, человек, который может стоить на рынке очень дорого, вдруг решает, что я не хочу бороться. И вот уходит куда-то в небытие. То есть вы не позволяете себе биться с миром в каком-то смысле за то, что считаете принадлежащим себе. То есть вы не хотите выковыривать у этого мира деньги, вы не хотите у этого мира выковыривать какие-то лучшие условия для своей семьи, потому что боитесь, потому что считаете, что вы не справитесь. Ни время, ни место, надо отдохнуть. Я устала, я устал. И вот всякий раз какие-то глобальные жизненные кризисы, которые в вашей жизни происходят, они происходят именно для того, чтобы вы осознали уровень своей инертности и что-то с ним сделали, как-то с ним разобрались. Либо отказались от того, что вы действительно можете иметь, и просто зафиксировались ни с чем. Вот такая тут тема. Для кого в своей жизни учителем являетесь вы? Сразу такая красивая, интересная история, для кого вы являетесь учителем. Мне хочется сказать, что, наверное, в данной ситуации пока еще ни для кого. Единственное, что принцесса мечей – это уже такие немножко подрощенные дети, которым вы можете передать какой-то опыт, как справляться в том числе с угрозами, со страхом, с кризисами, с какими-то такими историями. Вы являетесь учителем для тех людей, в том числе, не будем опираться хорошо только на детей или на подростков, на тех людей, которые готовы вот как-то ваши знания и ваши эмоции, в том числе, контейнировать. Но я смотрю на эту принцессу мечей, и у меня здесь складывается прям вот во лбу такое ощущение, начинает гореть звезда. Я смотрю на эту карту, смотрю на эту 4 мечей. У меня складывается история, что, опять же, вы учитель для тех людей, кто боится трудностей, сложностей, кризисов, кто боится сказать «нет». И причем вы учитель не потому, что вы учите, а потому что вы тоже в этот момент учитесь сами. Вы как будто учите других людей через свои собственные действия, но именно вот
как-то вот неосознанно, что ли. Я не могу сказать, что принцесса мечей здесь история про примеры, да, там показать пример, как я действую, чтобы кто-то научился. Нет. Скорее вы попадаете в какие-то жизненные ситуации, в которых чувствуете некую угрозу, начинаете к этим ситуациям готовиться, может быть, с кем-то обмениваетесь информацией по поводу этих ситуаций. И в конечном итоге вот этот процесс, он является историей научения. История научения. Но здесь принцесса мечей, все равно это опять отсылка к вам. Учите ли вы кого-то? Учитесь сами скорее. Учитесь внутренне. Познаете. Но тут выходит двойка кубков в качестве дополнительной карты, которая рисует нам красивую историю про знакомство, про взаимную любовь, взаимное притяжение, про симпатию, в том числе про договоры, про коммуникации, про общение, обязательства какие-то. И вместе с этой принцессой мечей мне хочется сказать, что нет здесь учительства как такового. Вы, судя по всему, человек-наблюдатель. Тот, кто просто живет в этом мире, впитывает его, проходит через него. И вы тот человек, который может просто вот позволить кому-то быть рядом с собой, и вот за счет позволения вы рядом как-то учить. Но вот всякий раз, когда я хочу здесь сказать про научение, мне все равно вертится в голове, что никого вы не учите, вы учите себя. Но учите через познание информации. Здесь, видите, у нас собирается то, что уже созрело, а здесь познается. Вы умеете предвидеть кризисы. Масштабные, глобальные, очень большие. Вы чувствуете их. Задолго до того, как они случатся в вашей жизни, вы умеете их чувствовать. И вам нужно развивать это, потому что это знание как раз-таки вы можете передавать другим людям. Если бы вы изучали Таро, чему бы вы могли через него научиться? Я всегда говорю на всех курсах, что Таро – это один из уникальнейших доступных инструментов для любого человека, который позволяет решать несколько задач. Он развивает ваш наглядно-образный аппарат. Таро развивает ваше ассоциативное мышление и пространственное мышление. Помогает вам развивать в себе стратегическое мышление, планировать тактику своих действий, движений и просто понимать себя. Да? Потому что, когда мы говорим с Таро наедине, мы задаем разные вопросы. А почему мне хочется плакать? А чего я на самом деле хочу? На что мне надо обратить внимание? И много разных других вещей. Так вот, если бы вы изучали Таро, чему бы вы могли через него научиться? Как стать спокойным? Как стать осознанным? Как стать человеком, который не реагирует эмоционально на вызовы жизненные? Как стать человеком, который замкнут внутри себя? Эта карта у нас означает сверхсознание, мага в колоде 2. И здесь она говорит о том, что если бы вы изучали Таро, прежде всего вы могли развить бы в себе какие-то действительно способности интуитивного предвидения и восприятия. Возможно, кто-то из вас мог познать бы природу, не знаю, той же Адвайты, Кундалини, мира, себя в том числе. Познать, может быть, природу божественного, потому что в десятке пентаклей у нас изображено древо Сефирот, древо жизни, а здесь дух чистой воды, сверхсознание, то есть познать себя в полной мере. Все грани, все детали своей личности. Если бы вы стали по-настоящему изучать самого себя или саму себя, кем бы вы стали в итоге? Каким бы вы в итоге стали человеком? Смотрите, какая красивая карта. 19-й старший аркан Солнце. Да? Скоробей, который вечно тащит свой шарик. И больше ни о чем не думает, живет свою жизнь в гармонии, в удовольствии, в счастье, без стенаний, без переживаний. Если бы вы стали по-настоящему изучать себя, то вы стали бы в итоге человеком очень свободным.
уверенным. Вы не стали бы думать, делать, не делать, надо, не надо, а будет, не будет. Вы просто бы делали то, что вам приносит удовольствие, то, что вы умеете делать лучше всего. В каком-то смысле, наверное, даже скажу пафосную вещь. Солнце говорит о том, что если бы вы по-настоящему стали изучать себя, наверное, вы открыли бы путь к своему предназначению или поняли бы, для чего вы вообще здесь. Однозначно вы научились бы ценить и любить свою жизнь, такой, какая она есть. Вы научились бы любить себя. Вы как-то поменяли бы свои внутренние установки, освободили бы себя от многих ограничивающих убеждений, от бесконечного откладывания дел, оттягивания каких-то сложных ситуаций. Вы перестали бы уклоняться от борьбы. Вы пошли бы брать от этой жизни все, что вам действительно нужно. На дне колоды у меня папа. Что такое папа? Он же иерофант, он же жрец в втором метапослании. Это как раз история про наставничество и обучение. И она говорит, что вы, второй вариант, в своей жизни, как бы вы не пытались остаться один или одна, как бы вы не пытались избежать семейных уз, как бы вы не отрицали сам факт вообще хороших семейных отношений. Вы встретите человека, вот у нас двойка кубков, вот у нас папа, который станет вашим мужем или вашей женой. И это будет действительно подходящий вам во всех смыслах человек, с которым вы вместе погрузитесь в какие-то знания, с которым вы вместе доверитесь этой жизни, с которым вы вместе будете очень много полезных вещей создавать для себя и в том числе для других. Потому что здесь, перед нами совершенно равноценные мужчина и женщина. Император и императрица. Те, кто на самом деле чувствует в себе достоинство, стать, уважение, искренность и абсолютное тотальное принятие друг друга. Вот такая история. А колода у нас начинается с 7 кубков. И здесь у нас первой картой вышел принц Пентаклей, мечей, хотела сказать. То есть история вашей жизни сейчас развивается ровно так, как вы планировали когда-то. Вот какой маршрут вы себе наметили давно, не сейчас. Вот по этому маршруту вы уже идете. Поэтому я вам желаю успеха и удачи на этом вашем пути пилигрима. Пусть все ваши желания исполнятся. Ну а если вы вдруг не сможете найти путь, приходите на консультацию, и мы найдем его вместе. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Берегите, пожалуйста, себя. До новых встреч и пока-пока. Не забудьте поздравить всех своих учителей с этим замечательным праздником. И не забудьте поздравить себя с тем, что вы продолжаете учиться и можете научить чему-то других. Пока-пока.